Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft. Сегодня мы будем продолжать разбираться в теме дополнительного обвеса для вашего страйкбольного оружия. Сегодня речь пойдет про пистолетные фонари. У меня на руках целая куча различных пистолетных фонарей из ассортимента магазина Airsoft Sport, поэтому будет на что посмотреть и из чего выбрать. Стоит отметить, что у спортов на текущий момент, наверное, самый большой ассортимент различных пистолетных фонарей разной мощности и разного функционала. Поэтому, если вы ищете фонарь, стоит заглянуть на их сайт. Ссылку я оставил в описании. Прежде чем рассматривать каждую конкретную модель отдельно, давайте вспомним, в чем особенность именно пистолетных фонарей и чем они отличаются от обычных оружейных. С габаритами все понятно. Очевидно, что пистолетный фонарь должен быть компактным, чтобы вам все еще было удобно пользоваться вашим пистолетом. При этом компактный не значит слабый. Современные пистолетные фонари обладают хорошей мощностью и могут составить конкуренцию полноразмерным фонарикам. Некоторые модели пистолетных фонарей ставят не только на пистолеты, но даже на карабины. Во-вторых, на пистолетных фонарях чаще всего сфокусированное световое пятно. Это нужно для того, чтобы вы могли пользоваться пистолетным фонарем как прицельным приспособлением на коротких дистанциях. Ну и наконец, есть пистолетные фонари с дополнительными опциями в виде ЛЦУ видимого или ИК спектра. Это особенно полезно, если вы собираетесь использовать пистолет при работе со штурмовым щитом. Для того, чтобы было проще разбираться во всей вот этой куче фонарей, я разбил все фонари на три группы. Фонари, работающие только с видимым белым светом, фонари с дополнительными опциями в виде ЛЦУ видимого спектра и фонари, предназначенные для работы с приборами ночного видения. Итак, фонари, работающие только с видимым белым спектром. Начнем с нетленной классики, а именно с реплик фонарей Surefire X300. У меня на руках две модели: песочная, неточная реплика без маркировок, и черная с маркировками. Корпус обеих моделей выполнен из алюминия, покрытие анодирования. На пистолет фонарь крепится на стандартную планку Picatinny с быстросъемным креплением. Питание происходит от двух батареек или аккумуляторов типа CR123A. Режим работы 1, постоянный свет, яркостью 300 люмен. Кнопка включения выполнена в виде качельки в задней части фонаря и удобно нажимается указательным пальцем любой руки. Главным плюсом модели X300 можно назвать ее распространенность в мире огнестрельного оружия, благодаря чему можно найти пластиковые кобуры для использования с различными пистолетами и этим фонарем. При этом бывают как оригинальные кобуры от Black Hawk и Safariland, так и реплики от китайских производителей. Следующие модели — это реплики фонарей Surefire XH15 в расцветках черный и песочный. Корпус пластиковый, логотипа Surefire тут нет. Крепление стандартное на планку Picatinny. Кнопка включения продублирована с обеих сторон. Нажимать ее удобно указательным пальцем любой руки. Режим работы 1. Постоянный свет яркостью 300 люмен. Питается фонарь от одной батарейки формата CR123A. Следующая модель, судя по коробке, называется XH35, но по факту это все та же реплика XH15. Ее отличие только в яркости в 1000 люмен. Следующие модели — это реплики фонарей Surefire Extreme Compact 1. Особенность этого фонаря заключается в очень небольшом размере, благодаря которому фонарь можно использовать на компактных пистолетах. А еще этот фонарь просто отлично смотрится на пистолетах Glock. Фонарь выпускается в двух цветах — черный и песочный. Корпус алюминий, покрытие анодирования. На пистолет устанавливается с помощью стандартного крепления на планку Picatinny. Кнопка включения выполнена в виде качельки в задней части фонаря и удобно нажимается указательным пальцем любой руки. Режим работы 1. Постоянный свет яркостью 200 люмен. К плюсам этого фонаря можно отнести компактные габариты и форму, которая снижает вероятность зацепиться за одежду или элементы снаряжения. А еще этот фонарь питается от одной мизинчиковой батарейки формата 3A. Эти батарейки можно купить где угодно, и они в разы дешевле аккумуляторов формата CR123A. К минусам можно отнести относительно небольшую мощность, но в закрытых помещениях ее достаточно. Следующая линейка — это реплики фонарей Enforce APL. Линейка состоит из трех моделей, которые отличаются габаритами и мощностью свечения. Полноразмерные модели обладают большей мощностью. Самая маленькая подойдет даже для субкомпактных пистолетов, например, Glock 26. Корпус фонарей выполнен из ударопрочного пластика и имеет крепление на стандартную респланку. Цвет пластика черный и песочный. Полноразмерная модель питается от одной батарейки типа CR123A. А вот с компактной моделью оказался неприятный нюанс.
Оказалось, что перезаряжаемый аккумулятор формата CR123 в него не влезает. И, возможно, для его работы требуются достаточно редкие аккумуляторы формата CR2, которых у меня не оказалось. Управление фонарем происходит одной кнопкой, продублированной с двух сторон. Режимы работы: постоянный белый свет и стробоскоп. Можно настроить активацию фонаря только при нажатой кнопке или включение-выключение по одиночному нажатию без удержания кнопки. Особенность этих фонарей в очень удобной эргономике. Фонари имеют компактные габариты и удобные кнопки, по которым легко попадать, даже не имея привычки. Следующие модели — это реплики компактных фонарей Streamlight TLR7. Корпус выполнен из алюминия, покрытие анодирования в черном и песочном цветах. Крепление стандартное на планку Picatinny. Кнопка включения выполнена с обеих сторон в задней части фонаря и удобно нажимается указательным пальцем любой руки. Режимы работы: постоянный свет яркостью 400 люмен и стробоскоп. Для включения режима стробоскопа нужно 2 раза быстро нажать на кнопку. Питается фонарь от одной батарейки формата CR123A. Помимо компактных размеров, плюсом этих фонарей является хороший комплект поставки. В комплекте есть несколько фиксирующих вставок разной ширины, для того чтобы вы могли подобрать нужную под конкретно ваш пистолет. Чем точнее вы подберете вставку, тем плотнее фонарь будет сидеть на вашем пистолете. Если вы планируете использовать на играх штурмовой щит, то модуль LCU в вашем пистолете будет совсем не лишним. Рассмотрим несколько моделей фонарей, у которых есть встроенный блок LCU. Первая модель — это реплика многофункционального комплекса Steiner S-Ball PL. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, покрытие анодирования песочного цвета. Крепление на стандартную планку Picatinny. Кнопка включения выполнена с обеих сторон в задней части фонаря и удобно нажимается указательным пальцем любой руки. Настройка LCU при пристрелке происходит 2 винтами под шестигранник с левой стороны фонаря. Режимы работы: постоянный свет яркостью 500 люмен, стробоскоп, видимый красный лазер. Управление режимами происходит при помощи кнопки включения. Короткое однократное нажатие включает режим видимого белого света. 2 коротких нажатия кнопки активируют стробоскоп. Чтобы включить и выключить LCU, необходимо удерживать кнопку включения в течение 2 секунд. Нужно обратить внимание, что у этого фонаря LCU и фонарь работают только по отдельности. Использовать одновременно оба модуля не получится. Питается фонарь от одной батарейки формата CR123A. Следующая модель — это Streamlight TLR8. Это расширенная версия фонаря TLR7 с добавлением блока LCU. То есть он точно такой же, как TLR7, но у него появился блок LCU и возможность управлять режимами работы. Настройка LCU при пристрелке происходит с помощью 2 винтов под шестигранник с левой стороны фонаря. Режимы работы тут 3. Это видимый белый свет, красный лазер и свет плюс лазер. Для переключения между режимами нужно зажать одну кнопку управления и нажимать вторую, пока не будет выбран нужный вам режим. Следующая модель — это реплика фонаря Surefire Extreme Compact 2. Этот фонарь точно такой же, как Extreme Compact 1, но в него добавили LCU видимого спектра и возможность управлять режимами работы. Режимы работы тут 3. Это белый свет, красный лазер и свет плюс лазер. Переключение режимов происходит с помощью кнопки на корпусе фонаря. Следующая группа фонарей предназначена для работы с приборами ночного видения. Реплика фонаря Surefire X300V в целом идентична модели X300, но в нее добавлен режим подсветки в ЭК-спектре и возможность управления режимами. Переключение режимов происходит с помощью поворотного кольца на голове фонаря. Непосредственно включение происходит все так же с помощью переключения качельки. Режима тут 3. Фонарь выключен, видимый белый свет и свет с ЭК-подсветкой. Ну и наконец, самое продвинутое устройство из всех представленных фонарей — это реплика Steiner S-Ball PL. По сути, это уже не фонарь, а целый многофункциональный прицельный комплекс. Так сказать, компактный аналог Anpeg. Корпус S-Ball PL выполнен из алюминиевого сплава с креплением на стандартную риспланку. Покрытие анодирования. В задней части фонаря имеются 2 кнопки управления. Одна для включения видимого белого света и красного лазера, вторая для включения ИК-осветителя и ИК-лазера. Для включения видимого белого света нужно 1 раз нажать на клавишу VIS, она находится с правой стороны фонаря. Для включения режима стробоскопа нужно 2 раза быстро нажать на эту же клавишу. Чтобы включить видимый лазер, нужно зажать эту клавишу на 2 секунды.
Управление режимами в ВК-спектре происходит точно так же, только с помощью клавиши IR, она находится с левой стороны фонаря. Но режима стробоскопа тут нет. Питание комплекса происходит от двух батареек формата CR123A. Вместе с вами мы только что посмотрели на целую кучу фонарей, так что у вас определенно есть из чего выбрать. И вы можете подобрать себе фонарь, исходя из своих личных предпочтений и необходимого конкретно вам функционала. В классе обычных фонарей с постоянным светом лично я выбрал бы все-таки реплику Surefire X300 Ultra. Этот фонарь питается от двух батареек, которые легко менять, хорошо светит, у него быстросъемное крепление под пистолеты, и с этим фонарем несложно найти пластиковые кобуры. В классе фонарей с ЛЦУ я выбрал Steamlight TLR8. Это универсальный компактный фонарь, который отлично подойдет как на компактные пистолеты скрытого ношения, так и на полноразмерный пистолет или даже на пистолет-пулемет в сочетании со щитом. Ну и наконец, в классе фонарей с ЦК-режимами работы безоговорочным лидером является реплика Steiner DeBal PL. По сути, это многофункциональный тактический блок в корпусе компактного фонаря. Это осознанный выбор для тех, кто точно уверен, для чего и зачем нужен такой прибор. Ссылки на все фонари я оставил в описании к этому видео. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!